Magomed Magomedov. Once again, we'll begin with a few questions from the media. Steve Jewin, your line is now live. Thank you, Dan. Magomed, it's good to talk to you today. Several reporters on the line before me, some of my esteemed colleagues, have already mentioned that your only loss to date is to Petr Yan. So going into this fight in Bellator, do you take that as a chip on your shoulder that the only guy to beat you is now a champion in another organization? Чувствуешь ли ты какую-нибудь ответственность на своих плечах, то, что ты сейчас дерешься здесь и только ему проиграл? Больше спрашивает, что мол, тебя волнует, что ты кому проиграл, сейчас чемпион другой организации, что в смысле матч реванш не получится. Никаких волнений, никаких сожалений нет. Я Bellator, и я здесь не просто так. И где бы я ни находился, какой-либо организации, всегда я хочу быть номер один и буду стараться стать чемпионом этой организации. In any promotion where I'm fight, I'm here to be champion, and nothing matter for me about Bellator. I'm here for be champion, and I should win. All right, and with this fight against Matheus Mattos, how do you see yourself matching up with him, and where does it put you in that title contention that you're looking for? Бой с Матеусом Матосом, что ты думаешь об этом? И как ты думаешь, где ты будешь котироваться с выигрышем против Матов по отношению к титулу? Котироваться? Ну, в смысле, вот если ты побьешь Матеус Матов, где ты будешь в рейтинге ближе к титулу? Я сейчас не заглядываю за спину Матоса, потому что это серьезный оппонент. Хоть он тоже дебютант, очень, тоже немало боев, с хорошими пацанами дрался он. И как-то об этом, честно сказать, не думал. Я сейчас думаю, прежде всего, о выступлении в четверг, как бы одержать победу. А потом уже сама организация и там рейтинги сами определят, где я буду находиться по моему уровню. He said, I don't want to look past Matheus Mattos. He's a very tough opponent. He's very experienced. He's beaten some really good guys. So right now I'm just focused on beating him. And then once I win this fight, then Bellator can decide where that puts me in a title contention. And, the rest will sort itself out. Jay? Thanks very much. And Magomed, welcome to Bellator. I want to start with something your opponent said earlier. He said that he believes you've been worried about him since you were both in ACB and that you sent him some messages on Instagram back in the day when you both fought on the same card. What did you say to him, and is he someone that did have your eye back then? Он скажет, твой оппонент до этого в интервью сказал, что ты, в принципе, о нем волновался еще, когда вы в ACB оба были, как соперника, и ты даже послал ему сообщения по интернету через сеть какие-то. Что ты ему послал, и ты, в смысле, ты следил за ним как оппонент даже в ACB, или только сейчас как бы заинтересовался им? Нет, такого не было, что следил. Я просто там информацию выслал, что пополнил ростер боец из Бразилии. Я за ним не следил, просто его рекорд был, не ошибаюсь, 10-0. Я просто шутку написал, я говорю, ты потеряешь 0 этой организации всего лишь. Вот так и явно получилось, он потерял 0 и покинул организацию. Я был прав. He said, no, I wasn't really keeping an eye on him. What happened is I heard that ACB signed a top prospect from Brazil, and at the time he was 10-0. And what I wrote him in a message was, hey, you're going to lose that O, and which he did, and then he left. So I was right. And I mean, you were asked about Petr Yan already. Do you find that people focus on those fights too much and not on your other career accomplishments and on your future? Мы уже говорили о Питере Яне. Ты думаешь, что очень многие как бы зацикливаются вот на этом одном бою, который ты проиграл, и не смотрят на все остальные, которые ты выиграл? Ты, во-первых, побил или Питер Ян тоже?
Ну, запомнили, как будто я проиграл, но люди забывают, что я тоже его выиграл в первом бою, и второй бой тоже был достаточно такой близкий. И не знаю, что сказать. Я дрался, и серьезным соперником у меня не было проходных боев. Ни одного боя не было. Я 16 боев провел, и каждый оппонент был по-своему опасен, по-своему силен. И просто с Яном у меня получился такие зрелищные 2 поединка. Из-за этого люди запомнили по этим поединкам. Как и меня, так и его. He said, well, you know, people just focus on the fight, the one fight that I lost, which, by the way, was a very close fight, but people are forgetting that I also beat him. And both fights were very exciting, and I have 16 victories against top opponents. I've never had an easy fight, never had a gimme fight. All the guys I've beaten were top guys. So, you know, it's the same for him. His only loss is to him. So. I will take a couple more. Connor. Hey, Magomed, you know, you enter a stacked division at 135, but do you have a timetable in mind for how long it will take you to rise to the top? 135 паундов, здесь, в принципе, очень много хороших бойцов, достойных бойцов. Ты себе где-то прикидываешь примерно, сколько тебе нужно будет боев, чтобы дойти до титульного боя? Ну, я думаю, где-то боев 2-3 надо будет сделать. Ну, смотря с кем подерусь. С кем подерусь. А так, да, бойцы Bellator, которые на мою вес есть, очень хорошие бойцы. Я за некоторыми следил, за чемпионом. Чемпионский бой видел. Я думаю, ну, мне предстоит тяжелая работа, чтобы дойти до титула и забрать ее. Это само собой. Здесь, ну, проходного ничего не будет. He said, you know, I don't know, maybe 2-3 fights. I mean, the division is stacked. You know, pay attention to some of these guys. They're very, very tough. There's definitely no easy fights at 135 on the way to the title. You know, he said, I saw the title fight. You know, it's tough guys. I have my work cut out for me, but that's the goal. The goal is to get to the title. Yeah. And I know you've been at Nicatone's MMA working with Mark Henry. How has Mark kind of, you know, developed your game? Мы знаем, что ты работал с Марк Хенри. Как тебе он помог развить твои качества? Да, я с Марком достаточно давно работаю уже. Уже, ну, 3-й год получается, когда я приезжаю сюда, там помогал Забиту Тимуру. Всегда с ним там работал, что-то исправляли. У меня, как у всех бойцов, есть ошибки, и Марк мне где-то доработал, где-то подсказал. И, в принципе, я уже, ну, не первый день в спорте, я уже давно в спорте, и как бы укомплектованный боец, но мне надо где-то исправлять свои ошибки, мелочи. И Марк мне помог в этом. He said, you know, I've been working with Mark for 3 years now. He's worked with some of my teammates. You know, it's always good. He's always there to pick up and fix a few little things. You know, the little nuances. You know, he said, I'm not new to the game. I've been around. So, you know, but just like any other fighter, there's always some things you can work on better and some things that are little tweaks that need to be made. And that's where he's very helpful. Last one, Donna. Hey man, talk to me about Matheus Mattos as an opponent. I mean, they really are. They're throwing you into the deep end. I don't know if they have that phrase over there, but a baptism of fire, right? Скажи нам про твоего соперника. Он очень сильный соперник, и видно, что Bellator тебе не дает как бы легкие проходные бои изначально. Сразу ты прыгаешь, в глубокую сторону бассейна. Не знаю, такой по-английски как сказал. Ну, короче, нелегкие бои для тебя. Ну, как бы я уже, у меня 16-17 боев, и как-то там под меня соперников подстраивают уже, это как-то не так было бы. И люди уже, которые разбираются в боях, это уже поняли бы это. Ну, кого дали, того дали, мне разницы нет, с кем драться. Если я выбираю соперника не собираюсь. Первый матчмейкер знает, предложили мне соперника, я согласился. Никаких проблем. Кого предложат, с ними будем драться. Мы здесь для этого. He said, well, you know, I've been fighting for a long time. I have 16 fights, all against top guys. So, you know, I wasn't expecting an easy
easy opponent anyway, and the fans nowadays are too educated to see, and they would see right through it. And that's not what he's here for. So he goes, you know, they're all tough. So whoever they give me, that's who I fight. That's what I'm here for. I'm here to fight whoever they put in front of me and do my job. So to me, it doesn't matter. All right. Thanks, Magomed. Good luck this week.